Всем привет! Вы находитесь на канале Ремонтфострой. ОСП. Описание, где применяется и чем отличается от других панелей. В современном строительстве часто отдаются предпочтение материалам, которые зарекомендовали себя в течение десятилетий. Среди них самыми надежными считаются ОСП изделия. Расшифровка ОСП. Ориентировано-стружечная плита. Часто она встречается и под другой маркировкой на латинице ОСБ. Разработанный более 30 лет назад, этот вид отделочного материала не утрачивает популярности и по сей день. Особенности изделий. Когда необходимо произвести стройку или ремонт, у многих людей возникает потребность в качественном и недорогом материале, коим и являются ОСП-плиты. Они способны прослужить многие годы, а их параметры дают возможность использовать их для возведения жилых сооружений и строений нежилого назначения. Обусловлен такой широкий потенциал и многофункциональность особенностями производства ОСП. Секреты производства. Основным компонентом для таких изделий служит древесная стружка, которая может быть мелкой или крупной. Однако, какими бы ни был размер стружки, на плотность поверхностей ориентированно-стружечных плит она не влияет, что обусловлено многослойностью, лежащей в основе принципов их изготовления. Внутренняя часть элементов панели направлена в сторону противоположной внешней части, что придает изделиям дополнительную прочность центральной оси в изгибе. При создании ОСП продукции ее основные элементы обычно обрабатывают специальным составом, придающим ей способность противостоять проникновению влаги и огню. Технология требует производства внутреннего и внешнего слоев плит с использованием разных типов смол. Для наружного слоя чаще всего используют клеевую смесь, в основе которой лежит меламиноформальдегидная смола, а для внутреннего – фенолформальдегидная. Концентрация смол в исходной композиции может доходить до 5%, и все они имеют определенную степень токсичности. Помимо смол в состав изделий может входить синтетический воск, а в качестве добавки – борная кислота. Тем не менее, этот вид плитки отличается от многих других именно своей экологичностью. Классификация панелей. Все производители подразделяют ОСП на 4 класса. Каждому виду свойственны свои эксплуатационные показатели. ОСБ-1 предназначена для эксплуатации в условиях небольшой влажности, например, для обшивки, упаковки и мебели. ОСБ-2 находит применение при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях. ОСБ-3 используется для создания несущих конструкций в условиях повышенной влажности. Этот класс материала является наиболее востребованным и практичным. Его активно применяют при строительстве в условиях проведения внутренних и внешних отделочных работ. Отличается высокой износостойкостью и тем, что под длительным воздействием влажных масс не теряет своей структуры. ОСБ-4 задействуется в возведении конструкций, которым предстоит нести значительную механическую нагрузку в довольно влажной среде. Это самый высокий по прочности и износостойкости класс материала, но в обычном строительстве домов он применяется редко, что обусловлено ценой на подобные изделия. Она значительно превышает стоимость других ОСП-панелей. Большим спросом пользуются ОСБ-3 панели, которые имеют доступную цену и при этом отвечают всем требованиям в области современных строительных технологий. Их отличает высокая устойчивость к влаге, что позволило им снискать славу облицовочных материалов во внешних работах. Отдельно выделяются лакированные плиты, а также ламинированные и шпунтованные. Достоинства и недостатки. Плитка из древесной стружки имеет ряд преимуществ перед другими строительными изделиями, которые используются для облицовки. Среди их достоинств выделяют следующее. Высокие теплоизоляционные качества, которые значительно превышают распространенные стеновые материалы. Устойчивость на кручение, что доказано испытаниями домов из ОСП в сейсмически активных зонах. Хорошее звукопоглощение. Высокая адгезия поверхности ОСП, позволяющая ей монтироваться почти на любые иные поверхности с помощью клея, а также без проблем шпаклевки и покраски.
легкая обработка простыми инструментами для работы с древесиной, отсутствие привычных для дерева дефектов, таких как сучки, расслоения, трещины и подверженность образованию грибковой растительности, надежное удержание крепежа, возможность проведения всех работ за короткое время, так как раскроить плиты и обшить каркас реально за несколько дней, свойственная дереву природная неповторимость рисунка каждой плитки, а также его эстетичность, позволяющая применять ОСП совместно со многими стилями современного оформления фасадов и интерьеров. В плане достоинств многое будет зависеть также от конкретного класса изделия. Некоторая продукция имеет такие преимущества, как повышенная износостойкость, в то время как иная, напротив, не имеет даже некоторых из перечисленных плюсов. Что касается недостатков, то у панелей из древесной стружки их немного, однако отдельные негативные качества все же выделяются. Некоторые марки ОСБ, производимые без должного соблюдения требований экологической безопасности, имеют в своем составе высокую эмиссию таких токсичных смол, как формальдегид. В связи с этим в местах их использования могут наблюдаться повышение предельно допустимой концентрации соответствующих вредных веществ, которые попадают в воздух, низкая степень паропроницаемости, уязвимость к излому. Этой проблеме подвержены очень многие плиточные изделия, поэтому этот недостаток не выделяет ОСП на фоне других материалов с негативной стороны. Как и в случае с достоинствами, некоторые показатели будут зависеть от выбора потребителя. Например, если обращать внимание на качество и избегать пренебрегающих им производителей, то удастся нивелировать существующую часть недостатков. Область применения. Сфера применения панелей ОСБ не ограничивается отделкой стен фасада, если они отвечают требованиям безопасности и изготовлены с соблюдением экологических норм, то их можно включать для изготовления мебели и отделку помещений. Эти плитки находят использование в отделке стен. Плиты на основе древесной стружки могут использоваться со всеми распространенными видами облицовочных покрытий для наружных поверхностей, в качестве съемной многоразовой опалубки для работ с бетоном, как жесткое основание при изготовлении термопанелей, в качестве черновых полов, как сплошного настила, так и несущих лагов. При производстве конструкционных СИП-панелей, которые состоят из двух наружных слоев ОСП и внутреннего слоя из пенополистирола, как сплошная обрешетка кровли, учитывая способность выдержать значительную ветровую и снеговую нагрузку, а также высокое звукопоглощение и жесткость ОСП. Такие изделия можно уверенно использовать как основу для различного рода черепицы, шифера и многих других кровельных материалов в виде основного полового покрытия легких строительных конструкций. Области применения любого вида плитки исходят не только из эксплуатационного потенциала, но и из декоративных качеств любого изделия. В некоторых дизайнерских решениях ее использование можно найти весьма полезным, если ей придумать оригинальное оформление так, чтобы она гармонировала с другими элементами. Сравнение с другими материалами. На фоне разнообразия изделий на строительном рынке многим бывает сложно определиться, какой именно материал стоит выбрать. Чтобы облегчить решение этой задачи, нужно провести сравнение плитки и стружки с другими распространенными панелями. При проведении всех сравнений будет браться за пример ОСБ-3, так как этот класс довольно популярен. ОСП и фанера. Фанера используется строителями более длительное время, и ее применение до сих пор распространено. Если оценивать эксплуатационные параметры ОСП, панели и фанерного листа, то они почти одинаковы. В сроке эксплуатации они не только уступают друг другу, но ОСП условно долговечнее, так как различные вредители, порчащие поверхность плит, отдают предпочтение фанере. Вес ОСП существенно меньше, чем у фанерного листа, равно как и содержание вредных веществ, формальдегидов. Что касается эстетической составляющей, в этом вопросе ОСП-панели заметно уступают фанере. Но если их правильно обработать,
то их внешний вид может стать значительно лучше. К тому же, в том аспекте больше субъективного подхода. У фанеры есть и другое преимущество. При различных механических воздействиях она менее подвержена деформации. Изготовление фанеры производят из шпона, и в то время как в панелях из стружки часто используется хвоя, в фанере нередко применяют березу. Количество слоев обоих видов изделий отличается. У ОСП от 3 до 4, а в фанере иногда требуется и большее число прослоек. Оба вида этих плит отнесены к категории экологически чистых материалов, так как в их основе почти нет вредных примесей. Сходство и различия с ДВП. На протяжении многих лет применяется как ОСП, так и ДВП – древесно-волокнистая плита. Многими они используются для облицовки помещения или укладки пола, но без четкого видения положительных и отрицательных качеств каждого из этих изделий. Оба вида продукции имеют явные сходства в технологии производства и в природном материале, но отличия между ними есть. У ориентировочно-стружечной по сравнению с ДВП-плитой довольно крупные щепки, иногда достигающие 15 см. В основе древесно-волокнистой плиты присутствуют исключительно мелкие элементы, а слой смол, который их скрепляет, значительно жиже. За счет технологии расположения щепок ОСП имеет преимущество перед ДВП в изгибе и в плане надежности центра. Недостатками древесно-волокнистой плиты по сравнению с конкурентом являются меньшая влагостойкость, в связи с чем ДВП не рекомендуется использовать в фасадных работах, чуть большая подверженность осыпанию поверхности в области торца, меньшая прочность и износостойкость. Проводимая обработка или монтаж скорее повредит ДВП, чем ОСП, так как первые подвержены крошению, которое может проявиться при повторных закручиваниях шурупа или вбивании гвоздей. Меньшая эстетическая привлекательность, если не покрыть древесно-волокнистую плиту специальным декоративным слоем или пленкой. Есть у ДВП и преимущество. Это цена таких изделий, которая значительно ниже, чем у ОСП. ОСП-панели и гипсокартон. Гипсокартон отличается большей экологической чистотой, потому что в нем содержится вода, гипс и картон, а в ОСП присутствуют вредные для здоровья смолы, поэтому соблюдать осторожность с гипсокартоном нужно только при его нарезании, заботясь о том, чтобы стружка не попала в глаза или рот. Гипсокартон долговечен, прочен и обладает хорошими декоративными качествами, а конструкции из него получаются легкими. Есть у него и недостатки, например, повышенная деформация плит при попытках присоединения к ним предметов с большим весом. По цене гипсокартон и ОСП примерно одинаковы. Это значит, что выбор нужно основывать, исходя из технических характеристик каждого из этих изделий и индивидуальных предпочтений. Отличие от вагонки. Прежде всего, вагонка не содержит вредных примесей, изготавливается она из осины или хвойных пород деревьев. В нем имеет сходство с ОСП, но внешне они сильно отличаются. Вагонка представляет собой деревянную пластину, которая плотно крепит подобные конструкции из других пластин посредством пазов для крепления. За счет этого облицованные ею поверхности обладают привлекательным внешним видом и без дополнительного декорирования. В остальном же вагонка сходна с ОСП и по цене, и по техническим характеристикам. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.